Друзья, с вами Drag Times, с вами я, Артем. Сегодня у нас не совсем обычное видео. Оно также об автомобилях, но, наверное, в основном оно о путешествиях. Сегодня мы хотели рассказать вам о возможном варианте проведения отпуска, поездки, который вы никогда не забудете. Мы поговорим сегодня о Италии, а точнее о центральной и северной ее части, так называемой Долине моторов. Называется она Долиной моторов не просто так. В этом регионе находятся все производители суперкаров, которые вы знаете из Италии. Помимо этого, конечно же, рай для любителей гонок и спортивных автомобилей, потому что здесь в часе езды гонок и спортивных разнообразные знаменитые гоночные треки. Монца около Милана, Имола, Муджелло, Валлелунга. Очень много треков, все они самобытные, интересные. И более того, они открыты к посещению. Везде можно купить в трек-день сессию и прокатиться на автомобиле. Но даже если вы не хотите ехать на трек, вариантов полно. Мы свое путешествие построили так. Мы поехали в Lamborghini, они нас пригласили, спасибо большое им, и они нам предоставили два автомобиля. Первый день это был Lamborghini Urus, и на нем мы поехали вниз, на юг, недалеко от Болоньи, буквально в 20 минутах, прекрасные холмы, где машин абсолютно нет. Единственное, сразу предупреждаю, там уже такие настоящие итальянские дороги, то есть на низком автомобиле там будет сложно. И Урус там проявил себя во всей красе. Ну, вы можете посмотреть это в отдельном тест-драйве. Вот это путешествие, которым мы хотели покрыть всю долину моторов, или хотя бы часть ее, мы оставили для другого автомобиля, и им стал Huracan Performante Spider. Наше путешествие началось в 6 утра. Но поверьте, нет лучшего будильника, чем понимание того, что у тебя на парковке стоит Lamborghini с атмосферным V10, причем еще с открывающейся крышей, и ты знаешь, что ты сейчас поедешь в одно из самых красивейших мест на Земле. Маршрут мы построили следующим образом. Мы жили в Модене. Конечно, был вариант поехать вниз, в сторону знаменитого маршрута Миля-Милья, но мы решили поехать наверх, к самым красивым местам, наверное, Италии. Почти каждый фильм, что вы видели, где есть какие-то гламурные, роскошные сцены, в самом хорошем смысле этих слов, они снимались там, на озерах в севере Италии. Комо, Гарда, Изео. Но для нас ближе всего было озеро Гарда. Также мы были ограничены во временных рамках. В общем, мы взяли маршрут туда. Сначала, естественно, это была автострада. И я вам так скажу, есть такой стереотип, что на кабриолете по шоссе ездить нельзя. Это бестолковая затея. В 7 утра все наоборот. Тем более, когда ты едешь не по МКАДу, да, вечером в пробке, а по прекрасным итальянским пейзажам, которые вокруг тебя. Поля, сенокос, гумно дымящееся. Я не знаю, Есенин бы там просто плакал от восторга, ну, если бы он итальянцем он был, конечно. И Huracan Performante здесь проявил себя неожиданно неплохо, потому что машина изначально подразумевается как некий такой трек-автомобиль. Я думал, что я устану от нее очень быстро, но я ошибался. Почему? Ну, во-первых, открытый верх, да, сложно не кайфовать, главное не обгореть. И такой момент еще появляется, то что машина, благодаря открытому верху в том числе, и благодаря прекрасно настроенному выхлопу, этому атмосферному V10, она тебе не надоедает, ты не устаешь от нее. Вот тот же GT3, тест его, возможно, видели у нас, звук у него тоже замечательный, прекрасный автомобиль, но после нескольких часов в ушах начинает звенеть. У Huracan Performante звук выхлопа настроен по-другому. Он постоянно рядом с тобой, он постоянно внутри тебя, я бы даже сказал, но ты не устаешь от автомобиля.
Уракан прекрасно проявил себя на автостраде. Ну, конечно, это не лучший автомобиль, но при этом я бы не сказал, что я устал. Я кайфовал. Первый город, который мы посетили, он находился в часе езды от Модены по автостраде. Это по-английски Мантова, по-итальянски, по-русски Мантуя. Это небольшой городок, но въезд в него – это что-то помрачительное. Узенький мост, и перед тобой открывается здоровенный красивый замок. Мы там провели порядка часа, просто катаясь, исследуя город, и здесь я начал понимать, что как замечательно, что нам дали Уракан, а не Авентадор, потому что эти улочки, они такие узкие, с обеих сторон припаркованы автомобили. Если бы это был Авентадор, наверняка я бы уехал бы с пошарпанными зеркалами, либо мы где-нибудь могли застрять. Уракан, он автомобиль, по правде, очень маленький, он кажется таким широким и большим, просто потому что он очень низкий. Но по факту очень даже неплохо, комфортно, потряслись на брусчатке, красивый город, но, естественно, это была не цель нашей поездки. Вторую остановку запланировали в другом городе, уже около озера Гарда, Сирмион. Туда мы также долетели очень быстро по автостраде. Чем нам запомнился Сирмион? По сути, это одна узенькая дорожка, которая ведет к замку на одном из красивейших озер мира. Ну и дорога туда получилась немножко другой, подъезд, потому что это туристическое место, толпы народу идут, ну и сами представляете, у нас синий матовый Уракан Performante Spider. Я думаю, на себе в тот день словил пару тысяч взглядов точно, вот за вот эти 20 минут, что мы толкались в пробке к замку. В Италии, конечно же, чувствуется вот эта итальянская суперкаристость в душе каждого итальянца, потому что каждый человек мимо проходил, все просят погазовать на холостых, просто поразглядывать машину, сфотографироваться. За все время был лишь один дед, который поворчал, ну, я там сам был виноват, это была маленькая улица, и я как раз для других людей газовал на холостых, он испугался, но в целом, конечно, незабываемое впечатление, потому что когда мы подъехали к замку, просто толпа народа, она облепила, какое бы сравнение покорректнее, да, как мухи на мед слетелись они, в общем, все смотрели этот Уракан, пытались сфотографироваться с ним. Опять же, это всего лишь остановка, которая стоила того, очень красивое место, но нашей главной точкой, естественно, у нас Уракан Performante, да, мы канал Drag Times, мы обожаем автомобили. Я ехал на Горный перевал. Горный перевал мы выбрали получается, на северо-западе озера Гарда. Не просто так, там очень красивый отель находился, и мы от него решили построить маршрут. Меня предупреждали, что серпантин, по которому я собирался пролететь, он немного затычный, то есть там много поворотов, он узкий, хоть и мало машин, нужно быть, скорее всего, можно не получить то удовольствие, которое мог бы ты получить, да, в огромном обилии серпантинов и крутых дорог в Италии. И здесь, как ни странно, Performante показал себя с замечательной стороны. Я думаю, вы уже посмотрели ролик, как мы гоняли от первого лица. То, что вы видите, или увидите вот эти кадры от первого лица, это был просто часть проезда. По факту мы доехали до дамбы вверху перевала. Эти воспоминания никогда не уйдут из моей головы, я вот так скажу. И ездили мы очень много и наверх, и вниз, там вся дорога, это огромный серпантин, постоянно нужно тормозить, ускоряться. Но, естественно, я не плелся, как какая-то бабушка, машина при этом не перегрелась. Устала резина. Тормоза тоже начали уже АБС чаще срабатывать. Это вообще проблема ураканов, ну, обычных, у Performante тоже, оказывается, вылезает. Когда я очень долго ехал, начали чуть-чуть АБС вторгаться, потому что тормоза уставали. Но при этом, ну, это мелочь, потому что не в смысле, что это не важно, просто АБС вторжение было минимальным. В остальном, как он ехал? В основном, естественно, у меня нейтральная поворачиваемость была. Если ты проходишь шпильку на пределе, нет такого ощущения, что тебе прям тянет нос наружу. Ты просто понимаешь, что у тебя задняя ось, если ты не нажмешь на газ в пол прям вот со всей силы, со всей резкости, у тебя никогда не... И за счет этого ты уверенно себя чувствуешь. Ну и вот этот пролет, конечно,
Не забывай впечатление, особенно когда перед тобой это красивое озеро. Ну и, конечно, открытая крыша, она увеличивает все положительные впечатления, все это умножает в 2 раза, как минимум. В общем, такое у нас получилось приключение. То есть мы с утра доехали до озера Гарда с 2 остановками небольшими, поносились по серпантинам и вернулись обратно. Это лишь один из миллиона возможных вариантов. Конечно же, вы сможете найти прекрасные дороги, которые прекрасны не только с точки зрения того, что там виды замечательные. Они сделаны так, что там нет светофоров. Это перевалы, какие-то переезды, где ты постоянно можешь чувствовать автомобиль. Конечно, многие могут начать сейчас ворчать. Ну, конечно, у тебя был Huracan, Performante, Spider, что-то еще. Кому бы не понравилось. В этом-то и фишка как раз. Здесь настолько большое разнообразие дорог, во многих перевалах действительно очень тесно. Я с большим удовольствием, я искренне говорю, на каком-нибудь Megane RS или Fiat 500 Arbov прокатился там. Потому что бывали моменты, особенно когда еще на Урусе мы катались, где, что ты понимал, слишком большой автомобиль, слишком много мощи. И здесь какой-нибудь Hot Hatch, который можно взять в аренду, да, заранее подготовиться, он был бы кстати. Ну и ничто вам не мешает, в конце концов, взять просто кабриолет и спокойно катиться, наслаждаться видами. Как вы понимаете, я сейчас не просто на улице сижу, мы находимся на заводе, да, на мануфактуре Pagani. Сзади меня Huayra, Pagani Huayra, причем не простая, она в пакете Tempesta, это специальный опциональный пакет, аэродинамический, здесь диски другие. Ну, суть-то в чем, я к чему это говорю? Все заводы, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Pagani, естественно, они открыты для доступа. Вы можете круглый год приехать к ним, зайти в музей, посмотреть производство изнутри, если заранее постараетесь. Музей Энцо Феррари. Имола рядом, где трагически погиб Айртон Сенна. Любой автолюбитель, для него это рай. Да? Бывают винные туры, где ты путешествуешь и пробуешь разное вино в погребах. Здесь ты можешь пробовать самые разнообразные автомобили. И я вам крайне рекомендую попробовать такую поездку. Заранее позаботьтесь, выберите, есть дешевые, но при этом очень красивые отели, да, с прекрасными видами. Продумайте остановки, вариантов множество. Вы можете ехать на север в сторону Альп, перевалов, да, Стельвио пас, Синбернарский перевал, да, откуда Синбернары собаки, озеро Комо, озеро Гарда. Вы можете поехать в другую сторону, Форте де Марми или Милано Маритимо, это прекрасные курорты пляжные, и все вместе совместить. В конце концов, Болонья и Модена, да, в этих регионах родился Лучиано Паваротти. То есть здесь все пропитано не только автомобильным искусством, искусством в целом. Здесь понимаешь, да, чего достигла цивилизация человеческая. Куда бы вы ни тыкнули пальцем, да, на карте в этом регионе, вы сможете найти себе очень интересные развлечения. Ну, а как любителям автомобиля я вам посоветую, не пожалейте, найдите хороший автомобиль, от которого вы искренне будете кайфовать. И тогда вы получите эмоции на всю жизнь, как сделали это мы в этот раз. Вы, может быть, спросите, где Ferrari, почему мы только про Lamborghini и Pagani рассказывали. У нас по Ferrari будет отдельная поездка. Ferrari готовится уже к августовским каникулам. Кстати, еще одна пометка. В августе все фабрики уходят в отпуск, так сказать, на каникулы, поэтому рассчитывайте поездку так, что вы поедете либо в июне, в июле, ну, либо в другие месяцы. В принципе, это Италия, здесь почти круглый год тепло. И перевалы зимой также могут быть закрыты, то есть планировать, естественно, лучше там где-то от конца апреля до середины октября. В целом как-то так. Спасибо, что слушали. С вами, как назовем эту рубрику? Drag Times путешествия. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы, может быть, постараемся делать подобные видео еще со всех других регионов мира, потому что выбор огромен. Всем пока!